Доброго времени суток, уважаемые подписчики, с вами Баджер, это мутные пазлы. Сегодня у нас трезвый таджист от барсука номер 11. 4 пункта, по которым хочу пройтись. Это новости, не новости, мысли, рассуждения, как обычно. Поехали. Первое, о чем хочу сегодня поговорить, это сказать пару слов о прошедшем Кубке Альянсов, по новым правилам. Лично для меня ничего такого не произошло. Да, было чуть-чуть больше времени потрачено на то, чтобы обновлять задания, но при всем при этом лично я закрыл кубок за первый же день, буквально вообще налегке, максимально просто, не парясь. Но так, как я и ожидал, больше немножечко нужно онлайна. Но и при этом нужно, даже не нужно, а есть вариант побыстрее закрыться и пойти отдыхать. Поэтому, честно, вот как было, так и осталось. Ничего какого-то сверхкардинального не произошло. Единственное, что возможно, немножечко наводит на определенные размышления, это то, что очень сильно повысилась планка по очкам, которые можно заработать. Сейчас особо не парясь, там, имея фловый альянс, можно там 1130 набрать вообще прям на изи, я уверен в этом. И тут можно зацепить вопрос о том, так, а может уже пора бы и награды какие-то побольше закинуть, а то у нас там раньше 70 тысяч все набирали, 71, там, да, 72 и забивали, а сейчас, ну, выше 100, гораздо выше 100 можно набрать вообще не напрягаясь. Ну, какой-то уже еще один пунктик в наградах можно было бы добавить, но это мечты, никто этого не сделает, разработчики, конечно, не смотрят на видео, поэтому просто помечтаем. И что еще важно, мое наблюдение, это то, что все-таки ребят, намного больше стало заданий на Титана. Я думаю, вы обратили на это внимание. И честно, вот, ну, это печально, потому что 14-звездного Титана, вот, допустим, мы бьем нон-стопом 14 звезд, там, вот эти по 7 миллионов хпшек, чуваки, и их просто катастрофически не хватает для того, чтобы использовать все там задания, которые нам выпадали. Если поначалу, там, первые 2 дня еще, ну, брали все подряд по урону и выполняли, то там, ну, уже начиная где-то с четверга просто оставляли только самые дорогостоящие задания, просто потому что Титан улетал мгновенно. И это очень и очень плохо, ребят. Сейчас для альянсов, которые маленькие, которые только развиваются, в общем-то, ничего не меняется. Они там как брали свои призывы там и, не знаю, расходку построить, так оно и будет все это происходить. А вот те альянсы, которые имеют хороший состав, которые не первый день в игре, для них все задания, которые меньше 300 и даже меньше, чем 360, это уже не задание. Вот, ну, например, мы там первый день не брали ничего меньше 300. Я себе спокойно фоликами там и титанами закрыл альянс, закрыл кубок и не парился. А потом мы поняли, что на самом-то деле это все очень и очень неправильно. И в итоге мы брали задания там только от 400 и выше. Ну, просто потому что, ну, они никому не надо. Можно набрать больше очков. И, ну, камон, а зачем тогда это вообще? Это получается не кубок альянсов, а кубок тех, кто сделает больше урона на 495 очков и больше очков получит за 511 получить героев. То есть по факту рабочие остаются только 2 задания, 2 задания, 2 таска. Ну, а все остальное это по сути уже мусор, который там будет актуален только на менее там низких уровнях игры. Короче, я, честно говоря, у меня очень такие непонятные ощущения от этого всего. Вроде как и ускорили процесс, но и при этом
они же сами отсекли, разработчики отсекли кучу заданий, которые раньше брались и выполнялись, ну, даже ради интереса, для того, чтобы там новенькие игроки, у которых там нет возможности бить титанов там на топовых заданиях, они брали там призывы, брали там героев, там получали там за 255, там расходку варили. Фолики брали, там гарпуны варили, сферы даже варили. Господи, я помню, там наш второй кубок альянсов, который мы победили там у Полонии, заняли топ-1. Я, закрывал этот кубок за полминуты до окончания сферами, сферами, народ. Сейчас это никому не нужно. Так чего же, в чем была вообще задумка вот этого всего обновления по кубке? Непонятно. Надеюсь, время все расставит. Дальше, ребят. Второй пункт, который я хотел бы сегодня обсудить, очень важно. Это маленький гайд по наградам. Вот, ребят, вот есть у нас награды, вот они есть. Вот здесь, вот смотрите, да, вот здесь мы берем все. Плюс есть награды вот здесь. Здесь там что дают, то и берем. Вот здесь, ребят, вот здесь, точнее, вот где, вот за этот сундучок вот пройти. Что нам нужно брать? Ребят, гайд из 5 слов. Очень важно. Самый легкий гайд в вашей жизни. Берите то, что вам нужно. Все. Ну и если кому-то нужно дополнительно разъяснить, вдруг там кто-то первый раз в игру зашел, то у каждого игрока есть потребность в каких-то определенных ресурсах на определенном этапе игры. Исходя из этого, нужно выбирать именно те награды, которые лично, конкретно для вас наиболее актуальны в данный момент. Например, давайте на своем примере. Вот эти все мечи, там, луки, травки, херавки, слитки. Я просто такой даже захожу такой в свой инвентарь. Материалы. Ага, я смотрю и вижу, что у меня там все эти материалы, их 10, 15, 20 тысяч, там, предметы для перерождения там по 400, по 500 штук. Соответственно, вот в таких моментах я вообще не запариваюсь, что брать, я просто реально тыкаю на рандомные книжечки там или кольчуги. Окей, когда нам предлагают выбрать какую-то расходку, лично я всегда беру расходку боевую, потому что для меня имеют определенный интерес ежемесячные события, которые проходим на время. И, соответственно, для того, чтобы чуть-чуть меньше там вкидывать ресурсы в постройку этих материалов, в этих расходников, я выбираю, соответственно, сферы, стрелы там и так далее. Ну, дожди метеоритные, поняли. Точно так же, если я знаю, что у меня с мясом проблем никогда нет, по сути, потому что мне нужно там буквально несколько рейдов или там разгрузить пару лагерей, и у меня мясо есть на эмблемы. Для меня лично чаще всего важнее фляги, потому что я люблю проходить карту, у меня вся карта абсолютно пройдена на данном этапе игры, которая вообще открыта. Я люблю там быстренько закрывать всякие события, ну мне лично фляги это самый ок. По эмкам аналогично. Для меня самые лужные эмки это, собственно, клирики и бойцы. Я их и выбираю. Что еще? Что еще важного? Предметы, вот эти перерождения, опять-таки говорю, я выбираю рандомно, потому что мне ни то, ни то не надо. Точно так же и предметы для перерождения 4-звездочные. Единственное, что могу иногда посмотреть, каких статистических предметов, какого цвета у меня меньше всего, и просто чтобы там какой-то баланс вывести, выбираю определенные. Вот. Опять-таки, что мы делаем с сердцами пробужденных? Выбираем тот цвет, для прорыва какого героя нам нужны эти сердца. Легко. Выбираем монеты Лемурии по дефолту, потому что они самые профитные. Все. Ребят, напомню, выбираем то, что нужно конкретно вам. Дальше. Ребят, дальше идем. Маленький такой прикольный ништячок нам разрабы подогнали. Это бесплатные, халявные вот такие новобранцы. Тренер-герой, счастливая звезда. Lucky Star, но звучит, конечно, более интересно. Ну, ничего страшного. Пока у вас есть возможность, заберите этих героев. Это те же самые тренера, те же самые новобранцы, которые нам падают там из заданий, там из всяких сундучков. Но
Но есть пару моментов. Самое первое, самое забавное, что лично я для себя отметил, это то, насколько с пофигизмом отнеслись разрабы просто к изображению этого героя, этих тренеров. Просто они даже не запарились, когда выбирали а-ля принадлежность к стихии. Да, это одна из фишек этих тренеров, то что они не подходят ни под одну из стихий. Они универсальны и они дают опыта абсолютно одинаково любому герою, любого цвета, любой стихии. То есть, вот. Но, ну почему, блин, вот эти иконочки, они просто слева, снизу просто вырезали нахрен пиктограмму принадлежности цветов. Все, да уже придумали какую-то новую там пиктограммку, типа вот что там многоцветный, да. Почему? Ну почему вот этого не сделать? Ну, камон. Ну, что самое важное, это то, что нам нужно знать, это реально то, что эти бойцы, они дают опыта точно так же, как и любой другой новобранец, любого другого цвета. Но конкретно по количеству опыта, допустим, если берем, давайте вот однозвездочного выберем, чисто для того, чтобы было визуально понятно. Однозвездочный тренер дает 1320 опыта. Если брать такого же цвета новобранца, он дает 1200. Получается, что мало того, что эти новобранцы дают опыта больше, чем любой рандомный новобранец такой же звездности и такого же цвета, как герой, к которому мы применяем этого новобранца, так еще и опыта дает больше. Но, если вы вдруг для себя подумали, что, блин, так я сейчас этих новобранцев Lucky Star'ов накоплю, да буду делать изи прорывы, то обломитесь. Для прорывов эти новобранцы не работают. Почему? Да просто потому, что их даже нет в списке для вариантов использования героев. Вот такие дела. Но, как и для прокачки, там, особенно на пятерочках, то вполне себе пойдет. Забирайте пока халява. И последнее, о чем я сегодня хочу поговорить, это Карнавал драконов. Да, сегодня у нас стартануло 23.06.25 года, стартанул Карнавал драконов. Этот ивент будет идти неделю. В этом призыве мы видим всяких красивых драконов. Причем, кроме драконов, мы видим всяких красивых пятизвездочных героев, вот, которых можно поймать. Например, даже вот Кокопелью, видите, наверное, можно дважды поймать, потому что здесь его 2 раза почему-то пихнули. Ну, это такое. Ну ладно, это все шутки. Первый вопрос лично от меня. А где Синий? Где Кайлун? А почему? А где он? Непонятно. Второй вопрос. Нельзя призвать классических героев. Ну окей, хорошо. 0,5% шанс. На самом деле это, по-моему, больше даже, чем было раньше. Раньше сколько? 0,3 было или сколько? Я, честно говоря, не помню. Но или 0,1 даже там, ну, вообще были призрачные шансы. Сейчас якобы шансы немножечко подняли. Плюс, ну, поймать легендарного героя 2% шанс. Это тоже, в принципе, ок. Главное, нужно понимать, что вам, скорее всего, выпадут не вот такие вот всякие прикольные персонажи, которые вот здесь крутятся, а вам там будут выпадать как параша, там никому не нужные, хотя и нестандартные. Какие там Морганы будут выпадать. Ну, это такое. Так вот, что меня больше всего интересует, почему здесь не завезли Кайлума, это раз. И почему этот ивент будет идти всего неделю. Получается как? Конкретно в этом карнавале мы сможем призывать сейчас вот этих 4 драконов только неделю. И потом уже со следующего месяца, получается, должен, по идее, стартануть призыв нового зеленого, да, дракона. И я надеюсь, что с ним будет и Кайлум, потому что если его не будет, то, блин, какой вообще смысл тогда? Ну и вообще, честно говоря, стоит отдать должное разработчикам, они охеренные бизнесмены. Просто все хотят драконов, но инфляция, очевидно, в игре тоже очень жестко работает, потому что с каждым разом призывом за 400 кристаллов встает все больше и больше, а здесь именно по 400 нужно платить, чтобы призвать. Плюс никаких монет
ребята, нет монеток, только бабосики, бабосики, платим, покупаем кристальчики, ловим дракончиков, всех кроме синего, ага. Ну, лично для меня, честно, я очень ждал этот ивент, но здесь нет синего, и конкретно для меня это уже весьма сомнительное событие, где бы я хотел слить вот все то, что я копил. Ну, Латессу вторую, да, возможно, хотел бы. Игниса, возможно, хотел бы. Вот. Зеленые и желтые мне, честно, они даже не нужны. Они, просто не нужны, я их не хочу. Вот синего хотел бы. А получается так, что сейчас слить сюда все кристаллы, Один сейчас не идет. Профита мы с этого не получим. Один начнется как раз таки с начала нового месяца, как раз таки тогда, когда появится новый зеленый и, возможно, надеюсь, Кайлу. Поэтому какой смысл сейчас призывать? Единственный только вариант тот, что с нового месяца, когда уже карнавала драконов вот этого конкретно не будет, возможность поймать конкретно вот этих героев, например, Латессу, тоже не будет. То есть разрабы нас заставляют по факту платить дважды. Сначала, если ты хочешь Латессу или Игниса, или Нумизматика, или Денвера, ты платишь один раз. А потом, в начале месяца, ты будешь платить еще раз, если ты вдруг еще хочешь себе там новенького дракончика или синего. И платишь много. Ну, при этом, конечно, 0,5%. Но что меня больше всего поражает, это то, насколько гребаные китаёзы, они охренели. Блин, раньше драконы выпадали, вот, ну, по крайней мере, там первые года, они выпадали с любого абсолютно призыва. В любом призыве у нас был призрачный шанс на то, что сработает дополнительная крутка, и мы получим дракона. Это так когда-то было с Елизавет Паттери, там, ну, это было 100 лет назад, там, наверное, многие из вас даже не помнят, не знают такого героя. Но сама суть в том, что раньше можно было из любого призыва, ну, кроме, естественно, дейликов и вот этих войск, можно было получить дракона. А сейчас мы можем его получить только из одного призыва. И вот вопрос, опять-таки, что будет в начале месяца, когда выкатят нового дракончика? Будет ли синий? И будут ли они, опять-таки, в одном только конкретном призыве? Но я думаю, что мы это узнаем где-то через недельку, когда, собственно, будет уже календарь на следующий месяц. Ну, и честно, я вот даже не знаю, стоит ли здесь призывать, ребят. Если у вас есть большущее желание получить Латессу, то, ну, наверное, смысл есть. Но, не знаю, я вот теперь очень и очень в смешанных чувствах, потому что я конкретно, я не знаю, сливать здесь или все-таки ждать новый месяц и там подгадать под Одина, чтобы максимально профит на это все сделать. Ну, хрен знает. Но разрабы, конечно, молодцы. Они могут в бизнес, они могут хавать красную икру и пить мой это шандон. Ну, в общем, молодцы. Но это такое, больше крик души. Ребят, на этом все. Выпуск был вот такой короткий. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, было интересно. Если, ребята, вы посмотрели это видео, и если вы не поставили лайк или дизлайк этому видео, то я вас просто тогда не понимаю, зачем вы вообще тогда это смотрели. У меня еще один крик души, это то, насколько маленький процент моих зрителей хоть как-то реагирует вообще на мой контент. То есть из 2000 подписчиков, даже если взять, что из них половина там мертвые души, из 1000 там, смотрят, грубо говоря, половина, а как-то реагируют, ставят лайки, дизлайки, комментируют, там буквально парочку процентов. Так зачем тогда вообще смотреть? Ну, в общем, ребят, если вы хотите сказать спасибо за то, что я делаю, за то, что я делаю уже много лет, то, ну, мне кажется, не совсем сложно просто поставить палец вверх. Вот, ну, для меня это реально рабочая тема а-ля спасибо. Поэтому спасибо вам, что посмотрели. И я надеюсь, что вам было интересно. Ну и удачи вам в поимке новых дракончиков, ну или старых, если вы их будете ловить. На этом все. Всем удачи, до новых встреч.